Во-первых, в комментариях вы просили сделать счетчик дней покороче. Во-вторых, добро пожаловать, я Трей. В прошлом выпуске мы остановились на том, что собирались найти адскую крепость. Путь предстоит не близкий, поэтому мне придется запастись терпением. Пока искал, наткнулся на этого чертилу, который дропнул мне на заритвылу. А спустя пару минут нашел и саму крепость. Встретили меня стрелой по жопе, однако моя вера в успех была непоколебима. Начал отстраивать стену, чтобы сзади не подкрались, и получил свой первый стержень. Затем пошел к спавнеру и почти полчаса дубасил эфритов. Накидавшись огнестойких таблеток, я поднялся по лаве и пошел домой. Ну а уже дома принялся сортировать добытые вещи. Сделал отдельный сундук для тотемов, а то их реально многовато. Немного побаловался с чарами и пошел спать. Решительно настроившись отправиться в край, я пошел добывать эндер-жемчужины. Но мне не везло. Из-за чего весь день я посвятил домашним делам. Но ночью этого же дня меня словно приманивала деревня, и, как я и думал, там оказался еще пока живой житель. С помощью изумрудного блока я приманил его к себе домой, чтобы защитить его и спасти деревню. Назовем его Димон. Простите за это. В попытках отомстить за Димона, причинил им ярости и совсем перестал аккуратничать, в результате чего случайно сломал почти все, что добыл. Успокоившись, я пошел спать. На утро мне предстояла большая уборка. Кое-как отремонтировал дом и отправился спать, ибо на это ушел весь день. День 58. Похоронил последнего жителя деревни с почестями. Починил и улучшил свой лук, немного прибрался в сундуках. Доброй ночи, ребятки. На утро 59-го дня я осознал, что должен стать сильнее, чтобы у меня больше не возникало подобных казусов. Для этого мне нужно больше назерита, которые я найду в аду. Но перед этим надо сделать еще пилюлю огнестойкости. Крафтим. Усиляем их. И вот теперь уже отправляемся. В аду я нашел ифритовый фонарь, возле которого спавнятся ифриты, но сейчас он нам не нужен. Спускаемся до нужной высоты и начинаем копать киркой с зачарованием экскаватор второго уровня, пока не найдет... У меня какой-то дежавю. Спустя время я осознал, что каждый сломанный блок — это минус 1 прочность, а раз сломаю 25 блоков за раз, значит и кирка сломается в 25 раз быстрее, если я что-нибудь не придумаю. Возвращаясь домой, я нашел еще один нетронутый сундук в бастионе пиглинов. Вернулся днем 60-го дня. Только сейчас понял, что половина моих пластинок взорвалась. Починил свою кирку и пошел плавить древние останки. Сделал назеритовый слиток. Пошел в ад, чтобы поохотиться на эндерменов. Осталось дождаться их. 2000 years later. Да ну нафиг. Спойлер, в верхнем мире их тоже нет. Хотя вон там один заспавнился, осталось только добраться до него и... Да. Утро, 61-й день. Я все-таки нашел и докопался до этого эндермена и... Не зря, я вам скажу. Дошел до дома и позавтракал. Разложил все добытые вещи по местам. Затем скрафтил очко эндермена. Решил отвлечься от поиска портала в край и отправиться далеко-далеко в неизведанные холодные земли. Рубить дерево топором для хлюпиков. Всем спокойно, чё, уже утро? День 62. В моем мире наступила осень, как я понял. Вы посмотрите, куда я приплыл. Решил добыть терракоты, не знаю зачем. Пусть будет. А в заброшенной шахте нашел сундук с золотым яблоком. Красота. Отличное место, чтобы лечь спать. День 63. Как я понял, идти мне далеко. Спустя какое-то время я приплыл. Снежные свиньи. Чего только не увидишь. А вот и само подземелье, и, к счастью, оно находится снаружи. Я что, дебил, чтобы заходить с главного входа? Сверху, мне кажется, намного безопаснее. Ой-ё. Время лутать сундук. И второй тоже не забудем. Перед тем, как лутать нижние этажи, решил лечь спать. И с утра до вечера 64-го дня обчистил все подземелье, забрав все самое ценное. Ну и перед тем, как отплыть, хорошо бы поспать. С 65 по 68 дней я потратил на дорогу домой, и ничего интересного не случилось, не считая найденного уклада. Домой я притопал только на 69-й день, и меня это совсем не радовало. А то, что я потратил весь день на сортировку предметов, меня вообще добило. Умные мысли всегда преследовали его, но он был быстрее. Это про меня и про мои поиски эндерменов во время дождя, который кончился только что.
Пока ждал нужных мне ребят, решил выполнить достижение. Не, ну а чё? В итоге награда сама меня нашла, и я получил очередной жест. День 70. Я отправился искать хоть что-нибудь. В итоге нашел еще одного эндермена, и он оказался чемпионом. Просто посмотрите на щит. Черт! Он бы меня с одного удара убил. Ладно, пошли дальше. Убиваем всех эндерменов по пути. И находим склеп. Как обычно, рубим дерево мечом. И наслаждаемся зомби-апокалипсисом. Интересно, кто архитектор этого творения? Не найдя там ничего ценного, я пошел спать. Завтракаем уже в 71 раз. Впервые убиваем свинку. Собираем морскую травушку. Решил в очередной раз испытать удачу и дождаться эндерменов вот на этой поляне. Но в итоге нашел чемпиона, который дропнул мне книгу с невероятно крутыми чарами на здоровье 2 уровня. Утро 72 дня. Нашел башню, отжал увреденный его тотем. И весь оставшийся день лутал сундуки в башне. На следующий день нашел бамбук в вишневом лесу. Медитация, просветление, самопознание, дзен. Домой я пришел где-то под вечер. Сортировочка. Улучшаем наш меч. Ха-ха-ха. Пытаюсь зачаровать ведро воды. Что за простофиля? Или же ночью пытался найти жемчужину, пока не пошел дождь. Днем 74-го дня я починил свои штанишки. И лег спать. День 75. Психанул и пошел искать крепость с тем, что имею. Получив примерные ориентиры, я отправился в путь. Нашел ее примерно под ночь, и знаете, что я скажу? Эта крепость чертовски огромная. Спустя 100 лет таки нашел портал, и все, что мне оставалось, добыть жемчужины. Утром вышел оттуда и понял, что я проходил мимо нее в начале своего выживания. Поплыли за остальными жемчужины. Как всегда, не повезло на дров. Пошел за алмазами, чтобы починить ботинки. В итоге эти алмазы чуть не убежали от меня. Рутина, рутина, рутина. 78-м утром вернулся домой и разложил все по полочкам. А уже вечером пошел продавать пачки масла пиглинам, ибо быстрее способа добыть жемчужины я не знаю. К утру я вернулся домой и весь день распределял вещи в сундуках. 80-й день. Время показать кое-что крутое. Хоба! Готовы узреть, что они умеют? Да, это поножи плавного падения. В краю они нам очень сильно понадобятся. Кстати, сейчас самое время подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Момент истины, и мы в краю. Осталось только выбраться на поверхность и разобраться с драконом. Первый раз убиваю дракона в хардкоре. Забираем опыт. И яйцо. Разумеется, без элитры мы отсюда не уйдем. Доходим. Если вы думаете, что этот вид и фантомы края вас не удивят, то вы правы. Но эндер-свинья? Вот это поворот! Так, ладно, давайте займемся добычей. То, что я сейчас добываю, это эндбиотит, который понадобится для крафта разных механизмов. Деревья здесь просто космические. Так, город найден, осталось забрать элитры и свалить отсюда. Там кораблик не прогрузился. Хотите фокус? И второй туда же. Убиваем шалкера, лишнее оставляем, полезное забираем. Момент, который изменит мое выживание на до и после. Собирался уже улететь, как на меня напала спектра. До свидания. И не звони мне больше. Закончив лутать город Энда, я... О, тотем! Так, все, сваливаем. В прошлом ролике я говорил, что ад красив, но вы только посмотрите на край.
А пока идут титры, можете написать в комментариях, где мир красивее, в Незере или в Энде. День 83. Весь день сортировал вещи. Но чуть-чуть не убили во сне. На следующее утро понял, что не могу остановиться на достигнутом. Так что мне срочно нужен апгрейд. Первым, чем я занялся, так это поймал зомби-жителя и вылечил его. Затем загнал его в коробку и начал пытать, пока он не продал мне книгу на починку. Небольшая ремарка. В этом мире есть похожее, но куда более крутое и более редкое зачарование, которое я уже использовал на кирке с чарами экскаватор. Само зачарование называется нерушимость, и она полностью предотвращает поломку предмета. У меня не хватает изумрудов! И я уже знаю, где я их достану. Осталось провернуть эту махинацию раз 30, и у нас будет достаточно изумрудов, чтобы купить пару книг. Незерит лишним не бывает. Спустя сутки возвращаемся и получаем наши книги на починку. Теряя времени, используем их на элитры. Создаем еще 2 незеритовых слитка. Как вы думаете, какой элемент брони я улучшу до незеритового? Первым будет шлем, которому ближе к концу серии я сделаю еще один апгрейд. Кстати, совсем забыл сказать, что ранее я сделал многоразовый незеритовый фейерверк для экономии ресурсов и места в инвентаре. Ночью я добывал опыт, чтобы починить вещи, и порох для динамита. День 89. Самое время вернуться в край. И сюда мы пришли за тем, что намного лучше незерита. И кажется, я нашел один. Не буду рисковать и воспользуюсь водой. Осталось только докопаться и... Наконец-то ты мой, моя прелесть, моя... Так, ладно, давайте все-таки уже делать. Теперь застраиваем снизу и... У меня к вам маленький вопрос. Как сломать эндернитовую руду, если ее абсолютно ничем нельзя добыть? В этом нам поможет старый добрый TNT. Как видите, руда треснула, и теперь ее можно добыть, однако сделать это можно только незеритовой киркой. Забираем. И летим искать еще эндернитовой руды. Добудем немного эндернитовой руды. А затем пойдем искать еще руды на дальних островах. Спустя какое-то время нашел еще одну. Затем еще. Затем еще. А под конец мне повезло, и я взорвал динамитом сразу 2 руды. Слушай, что ты пристал, а? Раз, 2. Осталось добыть панцирь шалкера и свалить отсюда. О, вот это комбо. Разрушенный корабль, город края и портал на остров в одном месте. Ну, изумруды пригодятся. Возьмем с собой Хорус. Теперь можно приступить к шалкерам. Из сундука забираем пластинку. Летим к кораблю. Убиваем. Забираем. Голову не забываем. Великовато, не? И домой улетаем. Про вас я тоже не забыл. Вот теперь домой. Вернулся вечером 92-го дня. Раскидал все по ящикам и приступил к обработке эндернитовой руды. Специально для этого я скрафтил плавильную печь, ибо в других печках руда не плавится. Пошел фармить порох, пока есть время до конца обработки. 93-й день. Я сделал эндернитовый шлем, который и по характеристикам лучше, и обладает одним свойством, которое я продемонстрирую чуть позже. И точно так же сделал эндернитовый нагрудник, который тоже лучше по характеристикам, чем незеритовая броня. Если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Готовьтесь узреть взрыв мозга. Ветролитр, кстати, тоже поменялся. Также улучшил свой незеритовый меч. А уже под ночь сделал несколько шалкеровых ящиков. Самой ночью подобывал немного пороха. Ну и конечно же, во всех мирах и тут и в Энде покоя не дадите летающие куски говна. Последние несколько дней я решил потратить на добычу звезды Незера. Собственно, поэтому мы снова отправляемся в крепость. Первый череп сюда. Это было супер долго, так что давайте просто перемотаем 2 часа моих мучений. День 98. Недолго думаю, решил призвать визора под землей, чтобы и убить было проще, и чтоб дом мне не разнес. Очередной момент истины. Убиваем по всем известной тактике ударил, отбежал. А еще я чуть не сдох, но был близок к этому. Не поверите, но звезду Незера я тоже держу в руках впервые. В принципе, как и маяк. Утром последнего дня до меня докопались вот эти ребята. Шел отсюда. Самое время переезжать отсюда в другое место, ибо я перехожу в новый уровень выживания. Если сначала я разбивался, попутно выполняя достижения, то теперь я буду выполнять достижения, попутно разбиваясь. К тому же данная сборка из 222 модов включает в себя невообразимое количество контента, вследствие чего я буду радовать вас не только старыми добрыми летсплеями, но и новыми проектами, такими как Утопия драконов, высокотехнологичная компьютерная база, острова ютуберов, в котором мы повторим дорогой остров Некича, остров из тортиков Ксена, остров Эндермира и Момента, и разные фермы и заводы типа фермы
фермы звезд Незера или автоматический завод зелий. Тот самый день. Заполняю шалкера своими предметами и собираюсь отправиться в путь. Помимо шалкеров у меня еще и целая тележка предметов. И наконец на рассвете 100-го дня я получаю заветное достижение, ознаменующее ровно 100 прожитых мною дней в этом хардкорном мире. Красим наш старый дом паутиной для атмосферности. Кстати говоря о достижениях. За эти 100 дней я выполнил 48 шахтерских, 19 строительных, 18 фермерских, 17 животноводческих, 29 монстрозных, 11 оружейных, 14 биомных, 14 приключенческих, 6 редстоуновых, 6 чародейных, 16 статистических, 36 незерских, 6 зельеварских, 13 эндерских достижений и ни одного сверхвызова. А в сумме из этого датапака я получил 262 ачивки. Но у нас есть еще несколько достижений из других модов, а именно 2 достижения из мода улучшающий подземелья, 5 достижений из мода улучшающий жителей, 0 достижений из мода улучшающей структуры, 3 достижения из мода Mobs Mobs и пока что 0 достижений из мода подземелья и гоблины. Также следует учесть, что почти во всех вкладках есть достижения с разных модов, которые не включаются в датапак с 1000 достижений. Кто-то может подумать, что это конец, но на самом деле это начало чего-то действительно большего. И знаешь что? Именно ты можешь повлиять на мои будущие проекты и рост канала в целом. Каждый четверг на стрим-канале вместе с подписчиками мы обсуждаем самые крутые проекты, которые можно будет сделать, и кто знает. Возможно, именно твоя идея станет новым трендом Ютуба, и все захотят повторить его уже в своих мирах. Мечтать не вредно. Но мечты сбываются.